Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Агоронян, я мастер рейки и медитации, и в этом видео я расскажу о том, что не лечит рейки. Наверняка вы интересуетесь системой рейки, потому что есть вопросы по собственному здоровью или здоровью близких. Большую часть людей в рейки приводит именно эта проблема – отсутствие собственного здоровья или проблемы у родных и близких. И целительство – это огромная часть практики системы рейки. Конечно же, вы надеетесь, и я тоже в свое время надеялся на то, что рейки поможет мне избежать в жизни всех проблем и исцелиться от всего, что только можно себе представить. И как начинающему практикующему можно простить этот максимализм как юноше или молодому человеку. Но со временем, чем больше опыта я получал, тем точнее я понимал, в чем рейки действительно прекрасна и хороша, а что, к сожалению, только с помощью рейки исцелить нельзя, а что рейки не под силу. Начнем мы с того, что есть 3 вида заболеваний – физические, энергетические и духовные. Чисто физическими, чисто энергетическими и духовными является очень небольшой список проблем. Большая часть того, с чем мы сталкиваемся, это заболевания, одновременно развивающиеся на нескольких уровнях. Они одновременно и физические, и энергетические и духовные. А самыми сложными являются заболевания, которые отражены на физическом, энергетическом и духовном уровнях. Начнем с того, что рейки не лечит. Рейки не лечит чисто физические заболевания. Травмы, переломы со смещениями, защемления, грыжи. То есть те заболевания, где нужно какое-то физическое воздействие. Понимаю, что кто-то мне сейчас скажет, вы знаете, я был свидетелем того, как с помощью рейки поставили позвонки на место. Или как я делал рейки и кости встали на свое место. Не отрицаю, что единичные случаи чудес возможны. Но называть это статистикой или какой-то нормой мы не можем. Поэтому в таких случаях обратитесь к соответствующему специалисту. И помните о том, что рейки не ставит на место позвонки или не убирает защемление. Мы можем говорить о том, что есть эффект облегчения за счет снятия напряжения, мышечного тонуса, но эти проблемы нуждаются в первую очередь в физическом воздействии. Второе. Рейки не лечит психические заболевания. Да, психические расстройства рейки не лечат, и психические заболевания в том числе. И здесь нужна помощь специалиста. Даже я скажу так, что воздействие рейки может быть губительным и усугубить состояние психически больного человека, с маленькой оговоркой. Если вы, конечно, хотите помочь человеку, делаете это на расстоянии, без его ведома, это всегда хорошо и полезно, потому что сеанс рейки не что иное, как молитва и просьба за человека. Это можно делать за всех и всегда. Но не нужно проводить какого-то лечения или давать посвящение, обучать системе рейки психически больного человека. Третье. Это заболевание, это острые состояния, когда нужна скорая медицинская помощь. Мне задают вопросы, и я тоже часто сталкивался с этим. Как помочь человеку в экстремальной ситуации, вот когда плохо кому-то на улице? Звонить в скорую. Нет варианта позиций скорой медицинской помощи. Нет такого варианта позиции. Потому что когда человеку очень плохо, он настолько напряжен, что он энергию не принимает. Если были в экстремальных ситуациях, наверняка это видели. В этом случае нужны лекарства, да и вообще компетентная, квалифицированная медицинская помощь. Если вы уже вызвали врача и просто ждете и думаете о том, что можно сделать в этот момент, то лучшее, что вы можете сделать в эту минуту, это соответственно ситуации человека, опять-таки, в зависимости от того, что с ним сейчас происходит, сделать тот вариант позиции, который ему нужен. Нет универсального варианта позиции а-ля положите руки на солнечное сплетение или положите руки на надпочечники, когда человеку плохо. В одних случаях это поможет, в других случаях это совершенно не поможет. Когда у человека гипертонический криз, нужно делать одно, когда у него, наоборот, пониженное давление, нужно делать другое, когда это тромб, то нужно делать третье. Так что универсального ответа прямо сейчас от меня вы не получите, потому что какой-нибудь стандартизированный вариант может только усугубить состояние пациента. Войдите в поток, попросите рейки о помощи и ждите, пока приедет скорая. Итак, этот список исчерпывающий. Второй список.
что мы можем лечить под наблюдением и присмотром врача. Как показывает жизнь, большая часть людей приходит в рейки для того, чтобы избежать медицинского воздействия, операции, приема лекарств, общения с врачами, потому что врачи и традиционная медицина потеряли всякое доверие людей. Но мы должны быть с вами все-таки здравомыслящими и понимать, что там, где нужна помощь специалиста, там, где только врач или объективные методы диагностики, УЗИ, МРТ, КТ или другие методы диагностики помогут увидеть ваше истинное состояние, то, что происходит с вами в реальности, и этого избежать не получится. Всякого рода целители ясновидящие, которые, заглянув в вас, увидели, что какая-то опухоль растворилась, позвонки встали на место, защемление ушло, грыжа исчезла, могут быть подчас либо обманщиками, либо наивно заблуждающимися. И у нас есть только один единственный вариант – обратиться к врачу, чтобы под его наблюдением или с помощью его диагностики увидеть, есть ли улучшение. Поэтому я призываю вас не терять здравый смысл и понимаю ваше желание не видеться с некомпетентными специалистами. Непрофессионалы есть везде, и среди целителей тоже, и мастеров рейки. Не будем ни очернять, ни обелять кого-то. Сейчас мы с вами запишем список случаев, заболеваний, при которых нужна обязательная параллельная консультация квалифицированного врача, потому что здесь мы находимся на тонкой грани между здоровьем и возможным ухудшением. К таким заболеваниям, где однозначно нужно проводить лечение параллельно с традиционным лечением, параллельно, не вместо, является онкология, заболевания сердца, аутоиммунные заболевания, системные заболевания, доброкачественные опухоли. В этих заболеваниях возможно обострение, после которого у пациента мало времени. Поэтому здесь закрывать глаза на очевидную опасность для здоровья и жизни человека закрывать нельзя. Этот список не исчерпывающий, но мы можем в этот список включить все заболевания, относящиеся к заболеваниям, угрожающим жизни. И именно на этом погорело так много целителей, которые уговаривали, заставляли или шли на уговоры пациентов не идти к врачу, игнорировать рекомендации врача и использовать нетрадиционные методы для исцеления. Не теряйте голову и не теряйте здравый смысл. Так как здесь есть серьезная угроза, давайте действовать параллельно. Рейки – альтернатива, но часто не может быть заменой. Бывают исключения. Но если бы у какого-то мастера были системные, повторяющиеся успехи в лечении перечисленных мною заболеваний, можно доверять именно этому мастеру, потому что он знает какой-то секрет. Когда же мы говорим в общем о системе рейки, мы можем утверждать, что в случае этих заболеваний практиковать рейки рекомендуется, потому что вы будете чувствовать себя лучше. Можно остановить прогресс заболевания и даже создать регресс, можно исцелиться. Можно уменьшить дозу принимаемых лекарств или уйти от оперативного вмешательства. Но все это должно быть параллельно и под присмотром врача. В каких случаях вы можете быть спокойны и использовать рейки напрямую? Здесь нужно сказать о том, что фактически система рейки – это альтернатива традиционной медицине. Средство, помогающее, не используя таблетки, исцеляться. Но лучше всего рейки работает для заболеваний, которые не угрожают жизни человека. Хронические, неизлечимые заболевания, не угрожающие жизни. Именно все, что вы можете в этот список включить, это заболевания, которые вы можете лечить с помощью энергии рейки. Где-то вы добьетесь того, что заболевание не будет прогрессировать. Где-то вы добьетесь регресса, где-то вы добьетесь исцеления. Какой результат получится, зависит от множества факторов. Самого диагноза, возраста, вас как человека, как личности,
и того фактора, который мы можем называть психологией. Насколько серьезные травмы психологические, насколько жесткие установки вызвали это заболевание. Утверждать и кричать, что рейки способны исцелить все, нельзя и глупо. Но очевидно, что рейки помогает и исцеляет. Множество, сотни тысяч примеров, и я обязательно сниму ролик, в котором расскажу о результатах моих учеников и о результатах моих пациентов, которые достиглись благодаря именно системе рейки, где не использовались никакие другие методы, и мы можем точно утверждать, что это было за счет рейки. Итак, острые заболевания, которые не угрожают жизни, заболевания энергетические – это то, что может исцелять рейки. Итак, этот список, то, что подвластно рейки, и то, что нужно лечить с помощью рейки, следующий. Хронические, не угрожающие жизни человека в короткое время заболевания. Острые заболевания, любые. Заболевания, которые являются энергетическими, хотя мы их называем физическими. Вегетососудистая дистония, гипертония, гипотония, тахикардия, аритмия, тошнота, головокружение, все эти заболевания и симптомы мы можем отнести к энергетическим, которые в первую очередь связаны с тем, как протекает энергия в теле человека. И отчасти мы можем отнести сюда некоторые душевные заболевания, не психические, а душевные. К примеру, депрессия, тревожность, волнительность, стресс, в которых однозначно вы получите позитивный эффект лечения с помощью рейки. Ко всему вышесказанному нужно добавить следующее, что исцеление – результат не просто глупого и слепого воздействия с помощью рейки, это результат знания, соединенного с правильным состоянием. Исцеление требует знаний. В рейке все не сводится к тому, что вы приложили руки, расслабились, и вуаля, независимо от диагноза, все пройдет у вас замечательно и хорошо. К сожалению, множество негативных отзывов о системе рейки – результат некомпетентного лечения. Когда либо закрывались глаза на очевидные ухудшения, либо из-за некомпетентности самого целителя пациенту становилось хуже. Рейки нужно учиться. И вы можете присоединиться к моему курсу, который называется «Помогать родным», курс, посвященный целительству. Вы можете найти какие-то другие курсы, на которых вас будут учить исцелять, как заниматься именно целительством, помогать родным и близким. И дальше уже более точечно, конкретно проводить лечение при различных заболеваниях. А если вашей мечтой является стать целителем, то вам придется пройти очень серьезное комплексное обучение, которое займет далеко не 1 год. И в конце концов, я уверен, что то чудо, о котором вы мечтаете, исцелять прикосновением, обязательно воплотится в жизнь. Успехов в практике. Не закрывайте глаза на очевидные вещи, не возводите что-то в ранг абсолютного средства, способного помочь всегда, везде и во всем, и учитесь, получайте знания, помогайте себе и помогайте своим родным. Подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами в следующий раз. Счастливо!